Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище. А меня зовут Сталих Ханкишиев. Хочу пожаловаться. За хашламу мне обидно. За хашламу мне обидно, понимаешь ли. В хашламу теперь пиво льют. Всякие красивые овощи накладывают. На самом деле, для настоящей азербайджанской хашламы не надо почти ничего. Самое главное – выбрать правильное мясо. Мясо – мякоть от задней ножки, от лопатки, корейку, ребрышки. Оставьте все на что-нибудь другое. Приготовите котлеты, люля-кебаб, приготовите что хотите. Для хашламы очень важно выбрать правильное мясо. Вот, например, баранья шейка. Баранью шейку можно и нужно варить долго-долго. Тогда она станет очень нежной. Тогда она даст такой навар, от которого губки слипнутся и здоровье укрепится. Видите, на ней жилки какие. Знаете, внутри соединительной ткани сколько. Именно поэтому она дает замечательный бульон и замечательный навар. А еще очень хорошо для хашламы подходят голяшки и рульки от задних ножек и от передних ножек. Раскладывайте по периметру, укладывайте практически полный казан мяса. Свободного места не должно оставаться. Что такое хашлама? Перевод этого слова означает то, как его надо готовить. Нечто вареное. А что ж тогда шурпа? А что ж тогда прочие супы? Это же тоже вареное. Но хашлама отличается от остальных супов, от шурпы, от базбаша, от множества других восточных жидких блюд тем, что в нее воды надо совсем немного. А то ведь дело до чего дошло. В хашламу пиво льют. В хашламу идет только самая лучшая вода. Я беру питьевую воду Тасай и готовлю блюдо с участием воды только с водой Тасай. Не с вином, не с пивом, с чистой, горной, с ледников Тяньшаня водой Тасай. Все, покрыла вода мясо, и этого достаточно. Лишнюю не наливайте, ни капли. Мясо само даст сок, и весь этот сок останется здесь. Знаете почему? Потому что, в отличие от всех прочих супов, хашлама готовится под крышкой. На самом деле, это гораздо сложнее, чем готовить вовсе без крышки. Дело в том, что необходимо отрегулировать такое кипение, чтобы даже под крышкой не сильно бурлило, а едва-едва побулькивало. И здесь все методы хороши. Можно поставить рассекатель, можно использовать какие-то электроплитки, можно поставить казан на слабо тлеющие угольки и приготовить хашламу даже на живом огне. Но есть еще один секрет, о котором я вам расскажу, как только сниму с поверхности будущего бульона пену. Итак, 3 килограмма мяса, минимум 2 литра воды. Соли уйдет почти 2 ложки, но без горки. Первую ложку соли я опускаю прямо сейчас. Для чего? А для того, чтобы пена как можно скорее отошла, чтобы я ее собрал и накрыл казан крышкой. Обратите внимание, что мясо для хашламы я выбрал очень нежирное. Точнее, это не я выбрал. Это у баранины самое постное, самое нежирное мясо. Это шейки и голяшки. Пена отошла, и теперь очень важно установить самый минимальный нагрев. Я поставил еще и рассекатель. Все, огня почти что нет. Но как только мы накроем казан крышкой, кипение в казане увеличится. Но тем не менее, должно только побулькивать, едва-едва. И при этом очень важно, чтобы из казана ничего не испарялось. Для этого я укладываю силиконовый коврик, поверх силиконового коврика крышку и объясняю, для чего это надо. Главный вкус и аромат этого блюда – это баранина. Но никакой аромат не бесконечен.
Представьте себе, что у вас не казан, а пузырек с духами. Вы же не оставите его открытым, если вы хотите сохранить аромат. Именно поэтому я плотно закупорил казан и пошел отдыхать. Целых 1,5 часа. Прошло 1,5 часа, и я добавляю второй по важности ингредиент хашламы. Это лук. Причем нарезаю его довольно крупно. В последнее время я обратил внимание, что в хашламу стали добавлять кто во что гораст. И помидоры, и болгарский перец, и чуть ли не капусту с картошкой. Послушайте, не надо превращать хашламу ни в шурпу, ни в думляму, ни в какое другое блюдо. Хашлама — это блюдо про мясо. Это особым образом очень вкусно отваренное мясо. В принципе, можно не класть вообще ничего. Одно только мясо, воду, да вот немного лука. Но в хашламу, которую готовят для гостей, непременно добавляют одну очень важную приправу. Вы угадали, о чем я говорю? Разумеется, это шафран. Причем шафрана-то я беру совсем немного. Щепотку соли для того, чтобы шафран полегче растерся. И пересыпаем. Пересыпаем прямо в казан. Все-таки шафран уникальная, волшебная приправа. Вот только что был такой приличный бульон и моментально превращается в чудо. 2 ложка соли. Именно сейчас ее время, ведь важно, чтобы мясо хорошо просолилось. Несоленое мясо, увы, невкусно. Но прежде чем отправить в хашламу лук, я сниму с нее немного жира. Хочешь, не хочешь, немного жира выделилось. Так вот, прямо жир и часть бульона. То, что в европейской кухне называется брес. Мне это все понадобится для того, чтобы припустить овощи для украшения. Но саму хашламу я не стану портить ни болгарским перцем, ни помидорами, ни другими вкусными продуктами. Пусть хашлама остается идеального качества бульоном и мясом. Опускаем лук. Хашламе осталось готовиться минут 15-20. Ну посмотрите, мясо уже просто идеально сварилось. Лук тоже сварится, но тем не менее останется с характером. Он будет иметь ярко выраженный вкус, и он где-то даже, может быть, будет слегка похрустывать. А самое главное, лук идеально поможет пищеварению. И снова накрываем хашламу. Пусть постоит до тех пор, пока мы не припустим овощи. Как мы будем припускать овощи? Знаете, болгарский перец можно порезать полосочками. Не слишком мелко и не слишком крупно. Разумеется, из болгарского перца перегородки до семена лучше убрать. А помидоры и вовсе достаточно разделить на 2 половины. Итого хашлама готовилась около 2 часов. При закрытой крышке этого более чем достаточно. Знаете, что удивительно? Мы пока что даже не почувствовали, как она пахнет. Потому что весь запах сохранился здесь, внутри казана. Вот он. Вот теперь пошел аромат. Накладываем, раскладываем. Сначала подается мясо. Мясо приготовлено так, что дольше варить его уже просто нельзя. Иначе начнет распадаться по волокнам. Но тем не менее, сейчас оно имеет, пожалуй, что наиболее нежную консистенцию.
Поверх мяса те припущенные овощи, что я специально подготовил. Можно сказать, что это практически горячий салат. Добавили соли, добавили зелени. И посмотрите, как это выглядит теперь. Очень богато. При этом вкус мяса остался первозданным. Лук в самой хашламе есть. Но нужен еще особый, свежий лук-шалот. Подле Баку есть селение, которое называется Говсаны. И там растет примерно такой же лук, только чуть потоньше и чертовски острый. Но именно такой острый лук и необходим, когда хочешь поесть что-то очень сытное, очень серьезное, очень такое мужское. Прямо поверх лука, именно на лук, особая приправа, кисленькая, сумах. Ну а теперь пора наливать бульон. Пожалуй, что трудно себе представить бульон лучше, чем тот, что образуется, когда готовим хашламу. Понимаете? Мясо не жирное, но содержащее огромную массу, пожалуй, что самого вкусного и ароматного белка – коллагена. Если оставить этот бульон остыть, то он превратится, по сути дела, в желе. Еще не холодец, но дрожать будет очень аппетитно. На каждую тарелочку бульона по одному хорошему кусочку мяса. Вот так, пожалуй, что будет достаточно. Дорогие друзья, хорошая еда – это не обязательно та, которая сложно готовится. Если есть хорошие, но при этом совершенно не обязательно дорогие продукты, а голяшка до шеи именно к таким и относится, если есть понимание, как их готовить, и если есть хорошее настроение, то 2 часа работы, и у вас есть повод сказать заветные слова вашим родным и близким. Приятного аппетита! Дорогие друзья, первоначально известность, так сказать, в Москве и ее окрестностях я получил не благодаря своим телепередачам, не благодаря снятым мною видео. Нет. Первоначально известность ко мне пришла потому, что я начал писать книги по кулинарии. Одна из самых любимых, одна из самых дорогих мне книг – книга, которая называется «Счастье кулинара». Кто кулинар? Я и вы. Чье счастье? Мое и ваше. Я в этой книге рассказываю немного о себе, об истории нашей семьи. Я рассказываю, откуда я такой, вообще говоря, взялся. Первая глава называется «Детство». Эта фотография – это мои папа и мама. И о том, что готовили в тот день, когда я родился. О том, что я любил, когда был маленький. Например, любил вареники с вишней. А вы любите? Я расскажу вам некоторые секреты о варениках с вишней, которых вы не знали. Расскажу секреты о таком простом блюде, как галушки. Любите галушки? Я с детства очень люблю галушки. Наверное, мне привили их моя прабабушка. Вот она. Прадедушка, к сожалению, погиб задолго до моего рождения. А вот это моя бабушка, это ее сестры, ее младшие братья. Никого не осталось с этой фотографией. Осталась только память о них благодаря тем блюдам, которые я полюбил с детства и готовлю. Память об этих блюдах я излагаю в этой книге. Вот, например, беляши.
Очень люблю беляши. И снимал их и на видео, снимал фотографии вот для книги. Вот здесь есть QR-код. Наводите свой смартфон, либо планшет и попадаете в видеоролик. То есть и здесь-то все очень подробно написано, на каждый абзац по фотографии, как делать то, как делать это. Но еще и QR-код, который рассказывает обо всем более чем подробно. Видео. Вы видите все своими глазами. Большинство рецептов имеют QR-коды, приводящие на видео. Еда, которую я люблю с самого детства, еще раз. Например, как это назвать? Щи либо борщ с щавелем, зеленый, летний. Мама готовила его ранее весной, распахивала окна на веранде. Я ел тарелку, потом еще одну, а потом еще и просил добавку. Чак-чак. Потому что чак-чак и я, и моя семья любят. Куриная лапша, котлеты. Вот блюда моей молодости, которые мы начали готовить уже с моей супругой. Да? Мы же кормили своих детей, угощали друзей. Колбасы, какие-то салаты, маринованные, фаршированные баклажаны, капуста квашеная, потому что мы не обходимся без заготовок. Мы каждый год консервируем огурцы. Делаем малосольные, делаем консервированные. Мы каждый год консервируем помидоры. Вот о том, как сделать помидоры. Как законсервировать помидоры. Томаты в собственном соку, томаты просто в маринаде. Огурцы в томатном соке пробовали законсервированные? Это очень вкусно. Знаете, ко мне в гости приходят разные люди. Многие из них считают себя гурманами, объездили весь мир, попробовали еду во многих ресторанах. Но когда они уходят, они говорят, а можно нам с собой баночку огурчиков? Кто-то говорит, нет, а мне баночку помидоров. А кто-то говорит, а мне баночку соленой вишни. Потому что бывает и такое. И варенье мы всегда готовим сами, хоть сейчас-то можно купить все готовое. И про то, как сделать домашнее мороженое, очень вкусное. Пирог мазурка. Есть у нас на канале в Ютубе торт Наполеон. Кто не любит торт Наполеон? Все готовят торт Наполеон. И очень многие его любят. Но я расскажу вам такие секреты, которые позволят вывести ваш торт Наполеон на новый уровень. Блюда, с которыми я познакомился уже будучи в зрелом возрасте, из книг, из общения с другими людьми. Например, фаршированная рыба по-еврейски. Гефилте фиш. Хорошо бы взять щуку, хорошо бы взять пару карпов, вытащить из них все кости, снять шкуру и зафаршировать. Пишут мне некоторые люди еврейской национальности. Говорят, Сталик, я приготовил по вашему рецепту. Здесь несколько блюд из еврейской кухни. Я приготовил по вашему рецепту. И, наконец-то, я получил тот вкус, который я помню еще от бабушки. Бабушкины руки так готовили. И по вашему рецепту у меня получилось точно так же. Но не только еврейская, вот и арабская. Вот, например, хумус. Французская кухня, то, что я очень люблю, суп раковый, биск, о том, как подать бульон, о том, как приготовить какие-то салаты. Вот корейский салат веча, корейский салат морковча, тот огурцы битые по-китайски, паштеты, рыба по-японски, какие-то мои авторские рецепты. Пицца? А почему не пицца? Вот, я не знаю, кто-то ходит, там, покупает пиццу в магазине, в кафе. Попробуйте сами, от начала и до конца. Ведь процесс приготовления еды служит нам не только для того, чтобы мы поели, но еще и для того, чтобы мы правильно, очень хорошо провели время. Для того, чтобы мы научили наших детей чему-то хорошему. Слово каша. Любите? Вот я очень люблю. Поэтому приготовил рисовую кашу, которую не стыдно подать в любом ресторане. Я такую кашу на Пасху готовлю. Ставлю на стол. Это сказочно вкусно. Это сладкая десертная каша. Сказочно вкусная каша. Какие-то кондитерские изделия, тарт-татен, например. Известная французская штука такая, с яблоками.
Мало у кого получается хорошо. Я вам скажу, даже я куда-то захожу в рестораны, в кафе, в Париже пробую, и понимаю, что не у всех так хорошо, как может получиться у нас. Ну и во всех остальных моих книгах написано про плов, а в этой книге написано только про один плов, но зато про тот, которым угощали последнего бухарского эмира Сеида Алимхана. Попробуйте такой плов, и другие кушать не захотите. А если вы хотите купить такую книгу, то вам надо отправиться на мой сайт stalik.ru. Там расположен мой интернет-магазин. Там можно купить все мои книги. Можно купить их с автографом для поздравления, в качестве подарка друзьям, знакомым, родным, себе любимому. Почему бы и нет. И вам книгу отправят в любой город России, в большинство стран СНГ и в любой город, докуда дойдет почта из ближайшего Подмосковья. Это был Сталик Ханкишиев. С благодарностью к вам, с пожеланием большого кулинарного счастья. Желаю больших успехов.